9 мая мы вернулись в базовый лагерь Эвереста, отдохнувшие, акклиматизированные и готовые к решающему штурму. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и это 4-я часть финальные видео воспоминаний с нашей экспедиции на Эверест. В первых 3 я рассказал об идее экспедиции, о формировании команды, о прибытии в базовый лагерь, акклиматизации, о первых 7000. А сейчас мы вернулись с Намче-Базара, готовые к решающему штурму. Утром проснулись, чтобы лететь на вертолете. В Намче наступил Новый год, наверное. Очень большой снегопад, гром. Ночь на 10 мая для меня прошла несколько волнительно. Уже очень сильные лавины сходили ночью и были слышны звуки ломающегося ледопада. У меня закрался один вопрос: не поломался ли Кхумбу опять настолько, что его невозможно будет пройти? Но тем не менее выспался я хорошо. Окончательно обсуждаем планы следующих дней. Первоначально был вариант финального штурма вершины в ночь с 14 на 15 мая предварительно сделав дневку во 2-м лагере. Но на эту дату прогноз передает ветер силой 40 км в час. Это, пускай и не критичный, но все равно такой неприятный ветер. И мы решаем идти без дневки во 2-м лагере, но финальный выход на вершину назначить на ночь с 13 на 14 мая. Проверили кислород, еще раз померили кислородные маски. И, друзья, так уже хочется выдвигаться на вершину, просто нету никаких сил сидеть в базовом лагере. И слава богу, что завтра в 3 часа утра мы просыпаемся и идем через ледопад Кхумбу. Поднимаемся к 1-му лагерю по ледопаду Кхумбу. Сегодня идется гораздо легче, чем в прошлые разы. Идем спокойно, в своем темпе, но все равно постоянно упираемся в какие-то пробки. Но все дело в том, что 13-14 мая первое хорошее погодное окно, и большинство восходителей стараются подняться на вершину именно в него. По предварительным оценкам на Эверест будет восходить около 150 человек 14 числа, на Лхотза чуть больше 30. И мы где-то среди них. Переход во 2-й лагерь на 6500 проходит относительно легко и занимает всего 8 часов. Да, конечно, ты тоже чувствуешь себя очень уставшим, ведь набор высоты 1200 метров, высота уже 6,5. Но тем не менее нету такого опустошения, как это было в прошлый раз. Чувствуется еще остаток энергии и остаток бодрости. И это меня очень сильно радует и воодушевляет. В то же время мы узнаем новости, что погода сильно ветреная выше, и перильная команда не смогла дойти до вершины. А тех, кто в эту ночь ночевал в 3-м лагере, спускают во 2-й
на отдых. Рома переезжает ко мне в палатку, чтобы было теплее и мы смогли лучше выспаться. Решаем ждать завтрашнего утра и, возможно, в очередной раз переигрывать планы, в зависимости от того, как будет продвигаться перильная команда. Утром 12 числа узнаем, что в принципе перильная команда решила идти на вершину, решила ее провесить 13 числа, и мы тоже выдвигаемся в третий лагерь. Переход в третий лагерь в этот раз тоже был не самым легким. Было то холодно, то жарко, мы пришли на 700, тоже весьма такие вымотанные. Шерпа, помню, даже помог мне снимать кошки, хотя я протестовал, но тем не менее на высоте они решили показывать настоящий сервис, скажем так. Так, высота 700. 700, так и сказал. Шерпа пытается надуть ртом коврик терморест. Уже несколько минут. Прогресс на лицо. Я думаю, еще немножко. Do you like it? Забрал. Хотел я был надувать. Но я сильно откашлялся, он меня пожалел, забрал. Понял, что это безнадежное дело. Ну, в общем, is it easy? В общем, дело не безнадежное. В палатке мы ночуем в этот раз втроем, я, Дима и Рома, и в принципе мы не против этого, потому что ночью одному спать на 700, это температура где-то минус 20 внутри палатки, сильно некомфортно, а втроем значительно теплее. В этот раз на 700 мы решаем использовать кислород уже для ночевки. Почему? Потому что это последняя ночь перед штурмом, когда мы можем нормально выспаться. Поэтому на регуляторах мы накручиваем кислород на 0,5 литра и спим уже в кислородных масках. 13 мая, выспавшиеся, мы проснулись около 5 утра. И тут я вам предлагаю, друзья, засечь время. 13 мая, 5 утра мы уже проснулись. Примерно 2 часа уходит на сбор, и мы выдвигаемся в сторону 4-го лагеря. Утро в палатке на 7-100. Сегодня первая ночь спали с кислородом. Всем понравилось, помогает. Снятся какие-то дедушкины сады. Сейчас по одному выходим и будем передвигаться в 4-й лагерь. Просто количество веревок, которые могут быть завешены в одном месте. Десятки. Вот такая вот стеночка на высоте 7800. Подход к 4-му лагерю Эвереста. Ребята пошли опять немножко впереди, я же замыкал и попал в небольшую такую пробку и подотстал, наверное, минут на 40 от них. Помню, на 7800 увидел палатки и с такой надеждой думал, что это уже наш лагерь. Это оказался всего лишь штурмовой лагерь Лходзе. Мы там остановились, выпили чая с моим шерпом и пошли дальше. От 4-го лагеря Лходзе, вот он тут находится, ты его проходишь и идешь дальше к южному седлу Эвереста. Примерно 1,5 часа это занимает. В штурмовой, в 4-й лагерь Эвереста я пришел где-то к 2-3 часам дня. Сколько-то времени ушло на то, чтобы выпить чая, чтобы разуться, и в 4 часа мы легли на отдых. В идеале нужно было бы поспать несколько часов, но сон не шел. Сердце, наверное, выделяло просто нереально много адреналина, в висках кровь стучала, в голове роилось 1000 мыслей. Впереди нас ждал решающий штурм Эвереста. Я думал, справлюсь ли я, будет ли хорошая погода, не испортится ли она, а как будут идти ребята. А все ли мы спустимся живые, в конце концов? Ведь впереди нас ждали сутки, самые опасные за всю экспедицию, наверное, и решающие. Стартовали с 1,5. И шло намного легче, чем вчера.
Сразу после второго лагеря крутой взлет, собственно, подъемы не прекращаются, есть только участки, которые более пологие. Ребята шли впереди, я отстал минут на 40, как говорят, попал в так называемый лайн, очередь. Это не очень прикольно. Приходится идти не в своем темпе, а больше ждать, когда пойдут впереди идущие. Очень надеялся, что 4-й лагерь Лхотзе, он ближе будет и нашим 4-м лагерем Эвереста. Но оттуда еще часа полтора-два. Кислород помогает, но очень сушит. Пришлось пить такую наполовину замерзшую кока-колу. Кстати, она тоже весьма неплохо придала силу. Пришли в 4-й лагерь чуть позже 4. Высота 7900. Сейчас у нас есть буквально несколько часов на отдых. Часа 3. И мы выдвигаемся на штурм. Отсюда гора выглядит громадной. Поначалу мне тяжело было представить, как это так за день зайти. Но потом я разбил на кусочки. Там где-то траверс, там кулуарчик, там еще что-то. И все стало казаться намного реальнее. Главное сейчас отдохнуть, часок-два поспать. И будем выдвигаться. Восхождение на Эверест — это уже восхождение не о твоих физических силах, а скорее о морально-волевых качествах, тому, насколько готовы ты к горе. Потому что силы кончатся. Кончатся они намного раньше. И надо найти что-то, что заставит тебя двигаться вперед. Надеемся, мы это что-то найдем. Каждый себе. Так мы лежали 2 часа, лежали себе, просто отогревались, лежали без сна. И в 6 вечера начали сборы. Выход у нас был назначен на 8 вечера. 2 часа у нас ушло на то, чтобы попить чая, одеть ботинки высотные, одеть кошки и проверить, все ли мы взяли с собой, что нам потребуется на вершине. Это термос с горячим чаем, это какая-то запасная флиска, запасные перчатки, запасные очки солнцезащитные и, конечно же, флаги, с которыми нужно будет пофоткаться. Ночь перед выходом. 8 вечера. Уже собраны, будем выдвигаться. Очередной раз проверили снаряжение, кислородные баллоны. И пойдем. Высота 8200. В 8 вечера 13 числа мы вышли на штурм Эвереста. И первые часов 6-8 были самыми монотонными. Ты идешь по темноте, склон весьма крутой, он снежный, там есть ступени, ты идешь по этих ступенях. Фонарик выхватывает буквально метр света, ты видишь впереди идущих восходителей и немножко сзади. И в принципе ты идешь в цепочке, идешь так уже 1 час, 2, 3, 5, уже 8 час, наверное, идешь. Весьма занудно и на самом деле хочется спать. Глаза уже закрываются от сна в 2-4 часа ночи, такой самый тяжелый период. И я иду себе и думаю, блин, глаза закрываются, хочется спать. Ну, чувак, ты же идешь на вершину Эвереста, осталось совсем чуть-чуть. Как вообще можно хотеть спать? И каким-то макаром ты заставляешь себя не заснуть, сделать еще один шаг. Чуть легче стало, когда расцвело. Ну, легче в моральном, наверное, плане, потому что сон ушел. Когда расцвело, ты видишь все красоты вокруг и как-то выделяется чуть больше адреналина, и сон уходит. Но была одна проблема. Когда расцвело, я решил, что пора мне брать фотоаппарат, который до этого нес мой шерпа, и фотографировать самому пейзажи. А фотоаппарат тогда у меня была полнокадровая зеркалка с большим объективом. В общем, весил он 3 килограмма.
И я помню, где-то на высоте 8600, 8700 я взял в шерпе с рюкзака этот фотоаппарат, подцепил себе на шею, и меня буквально прибило. Ну, идти стало очень тяжело. Если вот до 8600, 8700 на кислороде я себе шел и в принципе не напрягался, то после этого, как взял фотоаппарат, я прям начал чувствовать каждый шаг с удвоенной или там удесятеренной сложностью. Но тем не менее, до вершину мы уже увидели, надо сказать. И это, наверное, были такие мои основные эмоции во время Эвереста, потому что ты идешь по хребту, хребет на Эвересте весьма крутой. Я что-то ожидал, что он будет более пологий, но там крутой хребет, с одной стороны карниз, с другой стороны обрыв там на километр вниз. И ты идешь вот по ребру, и ты видишь где-то вдалеке вершину. Ты понимаешь, что это вершина Эвереста, понимаешь, что к ней осталось идти всего там около 2 часов. Понимаешь, что погода в принципе окей, и ты себя тоже чувствуешь в принципе окей. Знаешь, ты скорее всего дойдешь. И все это будет не зря. Все вот эти месяца подготовки, месяц в базовом лагере, все будет не зря. Вот несколько часов, и ты будешь на вершине. Так, в принципе, шаг за шагом, еле-еле волоча ноги с этим тяжеленным фотоаппаратом, мы продвигались к вершине. С фотоаппаратом у меня оказался полный облом, потому что я до этого дал ребятам его пофоткать меня там, и кто-то случайно сбил параметры. А я вот перед выходом мозг как-то так туго соображал, что я даже не удосужился их проверить. Экспозиция стояла -4. Кто понимает, что такое экспозиция, это все фотографии на -4 экспозиции были максимально темными, так что даже различить что-то было почти нереально. В общем, я надеялся взять фотоаппарат на вершину, сделать незабываемые фотографии. В итоге на телефон, на iPhone фотографии оказались получше. Но не суть. Помню последние вот 20 метров к вершине. Сейчас вот включим видео, просто покажем это. Вот они, последние шаги к вершине Эвереста. Пока еще не верится, к этой эйфории ничего этого нету. Есть просто усталость. Поднялись на вершину мы в 9-10 утра, и сначала погода была хорошая. У меня были определенные обязательства, да, все вот спрашивают эмоции, которые ты ощущаешь на вершине. В ребят, может, их было больше, я же особо эмоций не ощущал, потому что я себе постоянно прокручивал цепочку действий, что мне нужно сделать на горе, чтобы ничего не забыть. Нужно было снять видео для спонсоров на английском, нужно было для этого запомнить хорошо слова, нужно было снять видео там для своего фейсбука, нужно было пофоткаться со всеми с флагами. Ну, в общем, есть вот такая определенная череда действий, которые тебе нужно сделать обязательно.
Поэтому я был очень сосредоточен, был уже очень истощен, потому что мы уже не спали 27 часов на самом деле, только 2 часа из них мы полежали где-то в палатке. И занимался вот всякими такими рутинными делами, записывал видосы. Ребята в этот момент звонили со спутникового телефона своим там женам домой. И, наверное, это очень круто, когда тебе звонят с вершины Эвереста, и такое бывает только раз в жизни. Я же никому тогда не позвонил, просто сидел и записывал видео. Минут 10 погода была хорошая, а потом она начала резко портиться. Я сказал Диме Стромой: все, там харе говорить по телефонам, давайте быстро фоткаем вас с флагами, потому что у каждого есть там штук 5 флагов, с которыми нужно фоткаться, и будем сваливать вниз. Погода очень быстро испортилась, налетела буря. Сейчас вот так вот вокруг мгла, ничего не видно, поэтому пейзажи не буду показывать. Скажу лишь одно: пальцы не затаскиваем, я не об этом. 3 года назад я даже не мог мечтать об Эвересте, а сейчас мы здесь. Осталось еще спуститься, но мы постараемся. Так вот, ставьте амбициозные планы и добивайтесь, пускай постепенно. Все, ребята, сваливаем. На спуске ребят я отправил вперед, сам решил их замыкать, а шерпы наши должны были выйти за мной. Почему мы не волновались за шерпа? Потому что они чаще всего выходили позже нас, они шли намного быстрее, чем мы, и они нас догоняли и перегоняли. Поэтому ребята пошли, я пошел следом. Погода испортилась очень быстро, налетел сильный ветер, был снегопад. Температура опустилась примерно до минус 55 по ощущениям. И за счет того, что был боковой ветер и снег, мне начала под маску залетать снежинки какие-то, и она начала замерзать с середины. Ну, видно, где-то я ее неплотно одел под маску очков солнцезащитных. И видно, где-то была небольшая щель. Я попробовал ее снять, попробовал протереть. Но типа минус 55 примерно, ты протирай, не протирай, толку немного. Еле оттер вот такой кусочек стекла, надел обратно, и все равно она начала быстро запотевать и замерзать. В этот момент мне пришла не самая такая умная идея попробовать одеть запасные горные очки. Маску я надел на лоб, примеряю очки, в этот момент порывом ветра маску с головы просто сдувает. А когда у тебя на Эвересте что-то улетает, ну вот буквально метров на 10, ты просто прощайся с этой вещью. Потому что ты идешь пристегнутый до перила, если ты отщелкиваешься, ты рискуешь слететь вниз на километры. В общем, маска моя улетела, она осталась на Эвересте, это как дань горе, можно сказать. Я же попробовал идти в горных солнцезащитных очках. Но проблема очков в том, что щели там еще больше, и они тоже начали замерзать с середины буквально, ну, за минуту, наверное, замерзли. Я стал перед таким выбором. Или я иду в очках и берегу свои глаза, но в то же время рискую оступиться и пускай на веревке, но слететь куда-то на пару метров вниз, а потом как-то выкарабкиваться. Ну, то есть это требует многих сил, которых уже не так много осталось. Или же я снимаю солнцезащитные очки, иду с открытыми глазами, четко понимая, что я получаю снежную слепоту, но зато я вижу, куда я буду ставить каждый шаг. Я выбрал второй вариант, потому что сил, условно говоря, срываться и потом выбираться назад у меня совершенно не было, а снежная слепота, она была такой перспективой, скажем так. А сейчас же стояла задача, которую нужно было решить в моменте. И поэтому я вот спускался с Эвереста с открытыми глазами. Хорошо, что было облачно, солнца почти не было, и я хотя бы как-то мог идти. На спуске помню момент, когда я догнал какую-то индийскую экспедицию. Их было человек 8, и я пристроился за ними, ну, думаю, окей, моего шерпы где-то рядом нету, вот идет другая экспедиция, буду идти рядом с ними. Но они спускались настолько медленно, буквально каждых метров 50 они присаживались на несколько минут. Я же шел с открытыми глазами, и для меня время было критично. Мне нужно было спускаться как можно быстрее, поэтому я начал их обгонять. Где-то в этот момент меня догнал уже мой шерпа, и мы спускались к 4-му лагерю, ну, фактически вместе. Уже перед лагерем я его отпустил и сказал: иди там вперед, кипяти воду, кипяти чай. Ребята же спускались немножко впереди, и с ними тоже приключилась история, которая носит более позитивный характер. Они спасли жизнь китайцу.
Во время спуска где-то на высоте 8300-8400 они заметили человека, который сидел сбоку тропы, прямо возле перил, и у которого тоже где-то сорвало солнцезащитную маску, и вместо очков вот так вот полностью намерз лед. Его шерпы рядом не было, он что-то сидел и, ну, наверное, уже приготовился там остаться. Они его растормошили, спросили, как дела, он сказал, у него какие-то проблемы с кислородом. Они накрутили кислород на полную, дали свою солнцезащитную маску и поставили его между собой. Он еще мог идти, потому что это был решающий фактор. Если бы он не мог идти, никто бы ему помогать не стал, потому что если ты пытаешься помочь человеку, который сам не может передвигаться на высоте 8300, скорее всего, вы останетесь там вдвоем или троем. Он мог идти, ребята поставили его между собой, Дима помогал ему перещелкнуться на станциях. И таким образом они спустили его до 4-го лагеря. Там он уже пошел в свою компанию организаторов. Непонятно, кстати, где был его шерпа, но тем не менее, там он уже пошел в свою компанию и, в принципе, безопасно, благополучно спустился вниз. И потом присылал там нам благодарственные письма о том, с фотографией своей дочки, что она очень рада и благодарит, что помогли спуститься ее отцу вниз с Эвереста. Немножко добавлю об истощении во время спуска с Эвереста. Это уже шел там какой-то 30-й час без сна на высоте выше 8000 в основном. И у тебя настолько снижается чувствительность, что вот когда мне на глаз намерзал лед, а он так намерзает вот до середины, и пока лед вот намерзает на глаз, и он не мешает тебе смотреть, ты на него не обращаешь внимания. А когда уже намерзает чуть больше и мешает тебе смотреть, ты его вот так отрываешь просто с бревами, с ресницами, и идешь до того момента, пока опять не намерзнет лед, пока опять лед не будет тебе мешать. Помню, пришли мы в 4-й лагерь, палатку мы вроде как и закрыли, но сантиметров 5 замка было открыто. И вот из-за сильного ветра и снега, который был в этот момент, кстати, плохую погоду передавали аж на самый вечер, а она случилась в 9 утра. Из-за сильного ветра и снега в палатку тоже намело буквально сантиметр таким снежным покровом, все внутри укрыло. Я помню, мы с Ромой пришли, мы решили, что спускаться ниже в этот раз не будем. Дима пошел на 6400 сам, без шерпы, без никого. А мы с Ромой остались в 4-м лагере. Мы расчистили себе вот под щеку буквально такой кусочек места без снега и просто бухнули спать. Спали с кислородом, спали хорошо на самом деле, но раза 4 ночью я просыпался от сильной режущей боли в глазах. Но было темно, я не понимал, могу что-то видеть или не могу. Зато когда утром уже проснулся, я понял, что схлопотал снежную слепоту. Как это выражается? Во-первых, сильно болят глаза, во-вторых, ты почти ничего не видишь. Видимость в лучшем случае вот до метра, и то все так очень расплывчато. Дальше все просто теряется в тумане. Надо было спускаться вниз. Я решил, что сейчас самое время, чтобы уколоть себе дексаметазон. Никогда его не пробовал. Дексаметазон — это стероиды, которые активируют резервы организма. Взял себе одну ампулу. А как ты колешь? Ты сидишь вот в комбинезоне и просто берешь укол через комбинезон себе в ногу. Бах, уколол первый укол. Сижу, жду прихода. Прихода нет. Но думаю, надо уколоть еще одну. Начал было колоть, смотрю, не выпустил воздух. Думаю, нет, так дело не пойдет. Отколупал еще одну ампулу, заново набрал, все сделал как надо. Уколол еще одну ампулу себе дексаметазона. И мы начали спуск с Ромой. Вот такий у нас ранок на 7800 після Евересту. Зараз покажу оце. Отак. Зараз обморозив собі під оком. І тепер одним оком дуже розпливчити дощ. Бачить двома на періодично. Процес укола Декса на 7800. Есть пять. Выпусти повітря. Є. Все.
Все, зрение кончилось. Что? Зрение кончилось. Спуск, наверное, для меня был самым тяжелым моментом из 7900 на 6400. Во-первых, это 1,5 километра спуска, во-вторых, у меня проблемы с глазами. Я мог пройти где-то там 10-20 метров в каком-то более-менее нормальном темпе, но физически я себя чувствовал окей. Основная проблема были именно глаза. 10-20 метров мог пройти, потом глаза начинали резать такой болью, будто бы туда нож кто-то сует. Очень нестерпимо становилось, нужно было остановиться. Я их закрывал, немножко массажировал вот так. В этот момент боль менялась, будто бы туда красного перца насыпали. Это были уже другие ощущения, но тем не менее как-то становилось легче, нужно было открывать глаза. Секунд 10 я наводил хоть какую-то резкость, видел веревку, щелкался туда карабином и продолжал спуск. Ну вот примерно в таком режиме мы спускались к второму лагерю на 6500. Был момент, когда мы встретили шерпу, который и шел куда-то вверх. Рома предложил ему понести все свои вещи и дать ему там 10, 20, 30 долларов. Но шерпа отказался, зато напоил нас водой, это было приятно. Уже на подходах к базовому лагерю нас встречала уже наша компания. Вынесли нам кока-колы, вынесли там по яблоку. Мы уже покушали, ну как покушали, выпили воды, съели какое-то яблоко и пришли в дайнинг-холл. В дайнинг-холле уже сидело много альпинистов, нас там все поздравляли. Там была девушка-врач, которая осмотрела мои глаза, она уже их дексаметазоном закапала. Я тогда еще поморозил руки, так ну, основательно, скажем так, потому что много снимал на фотоаппарат и много снимал на телефон, и фактически без перчаток, и пальцы на руках у меня были поморожены. И немножко даже поморозил ноги, причем с ногами какая история. Я был уверен, что с ногами все окей, и мне говорят, сними ботинки, надо посмотреть ноги. Я говорю, да вы не парьтесь, я уверен, что с ногами все окей. Но тем не менее, когда мы сняли бутылки, я увидел, что там тоже есть небольшие обморожения. Думаю, это случилось из-за того, что носки немножко, ноги у меня сильно потеют, носки немножко промокли. И вот на спуске, когда было холодно, когда есть влажность, то ноги обмораживаются намного быстрее. К этому моменту Дима уже спустился в базовый лагерь, и там по рации мы с ним общались оттуда. Мы же с Ромой решили, что постараемся улететь со второго лагеря прямо вниз. Не хотелось идти через ледопад Хумбу с плохими глазами, ну а Рома тоже был уже весьма уставший. Начали писать страховую, вызывать вертолет. Вначале они отказывались, потому что вертолет во второй лагерь стоит 10 тысяч долларов. А ну, какая страховая захочет платить десятку вот так вот беспричинно. В общем, пытались они как-то отморозиться. Мы написали или позвонили там нашим представителям уже в Украине, кто занимался. Они навели кипиша в новостях, про нас начали писать все новостя, что там украинцы застряли на Эвересте, еще что-то, причем так нагнетая. Я потом, когда читал эти заголовки, то мне было как-то, может, даже немножко не по себе. Но, тем не менее, новости помогли. В 6 утра за нами прилетел вертолет и забрал нас уже в Луклу. С Луклы мы потом перелетели в Катманду. Что стоит еще добавить? Во время экспедиции на Эверест один шерпа Димин, он пропал без вести, он просто не спустился в 4-й лагерь. Где-то на пути, вот мы спустились впереди, а где-то на пути с вершины к базовому, к 4-му лагерю он пропал. Я думаю, как это могло произойти? Просто шерпы часто немножко нехтуют правилами безопасности, пренебрегают ими и не прищелкиваются в перила. Скорее всего, он тоже придерживался рукой, сорвался, и когда ты такие истощенный, ты просто улетаешь вниз. Ну, компания о шерпе позаботилась. Во-первых, там страховая, которая выплачивала большую компенсацию. Во-вторых, сама компания тоже уже выплачивала компенсацию семье. Но, тем не менее, вот такая вот неприятность. Есть и более приятные моменты. Когда я поднялся на Эверест, мне налили чашечку кофе. Это бариста, наша шерпа, которая была с нами в команде. Это непалка, которая шла как клиентка. Ее цель была подняться на Эверест и заварить там кофе. Я не скажу, что она заварила кофе, но тем не менее с термоса в кофейный стаканчик мне налили кофе. Я даже выпил глоточек кофе на вершине Эвереста. Еще с интересного, с нами на вершине был японец, для которого это была 5-я попытка восхождения на гору. И во время одной из предыдущих попыток он потерял обе ноги. И в этот раз он поднялся на вершину просто с ногами, обрезанными по колени на протезах. Это, конечно, ну я не знаю, насколько сильно Эверест его звал и сколько усилий воли, сколько денег это все ему стоило. Но тем не менее он смог, он достиг своей вершины
он поднялся на Эверест. Добавлю еще немножко Палходзе, тут тоже есть неприятная история. Был такой парень Рустем, который приехал к нам попозже, в базовый лагерь присоединился, у него там отдельная история приключилась, он должен был идти на Эверест со стороны Тибета, с севера, но как-то так получилось, что он перевел деньги на счет китайской компании, та сказала, мол, денег нету, поэтому он в последний момент вписался в пермит на Лходзе. Шел он быстро, без акклиматизации, надеясь проскочить, опыт у него был большой, он уже был на 8000-никах. Но, тем не менее, акклиматизации у него было немного, и на штурмовой выход, он, по-моему, пользовался сервисом базового лагеря, на штурмовой выход он шел без кислорода, без шерпов, приболевший и пользуясь там дексаметазоном еще во время пути подъема и на антибиотиках. И когда он поднялся в 4-й лагерь, там не нашлось свободной палатки, а он свою не брал. Ему пришлось спускаться в 3-й лагерь вниз обратно на 700, где-то он там по пути сильно перемерз. И, в общем, полностью детали я не знаю, но его оставили силы, его нашли умершим где-то там возле 3-го лагеря. Тоже такая грустная история. Виры с Толей тоже не получилось подняться на Лходзе. Ира дошла куда-то выше 8000 без кислорода, ну это тоже солидно. Толя я уже что-то подзабыл, где решил развернуться. Но, тем не менее, ребята безопасно спустились, Дима их ждал в базовом лагере, и потом уже прилетели ко мне с Ромой в Катманду. Собственно, на этом наша экспедиция на Эверест закончена, и я надеюсь, что этим же составом мы сходим еще не на один 8000-ник. Отдельно же хочу сказать спасибо, во-первых, всей нашей команде, с которой мы были на горе, потому что это незабываемое время, это постоянная поддержка и такое... У нас не было ни одной ссоры, и только мы поддерживали друг друга и помогали друг другу в тяжелых моментах. Хочу сказать спасибо всем, кто переживал за нас, всем, кто нас поддерживал, близкие, друзья, родные, просто там все люди с Фейсбука, которые за нами следили. Хочу извиниться там в первую очередь, наверное, перед мамой, потому что когда я спустился в цивилизацию, я не позвонил первым делом, не рассказал, что со мной все хорошо. Почему-то я считал, что раз со мной все хорошо, раз я в цивилизации, об этом, в принципе, уже люди знают, то нечего звонить. Оказалось, что стоило бы позвонить. Там Костя Суходеев ко мне первый дозвонился, и потом уже звонил всем моим родным и рассказывал, что все со мной окей. Вот такая вот история. Хочу сказать, что Эверест это не просто гора, это в первую очередь невероятные эмоции, опыт и впечатления, которые остаются на всю жизнь. Но тем не менее, я не буду рекомендовать каждому восхождение на вершину. Каждому я порекомендую пойти в базовый лагерь, потому что это очень красиво. А вот когда вы уже не сможете не идти на Эверест, это значит, что Эверест станет полностью поселиться в вашей голове и станет главным смыслом определенного этапа жизни, вот тогда отправляйтесь в экспедицию. Удачи вам, погоды, силы, терпения, друзья. Пока.